Привет, друзья мои. Ну, болячка макбуков. Я, честно говоря, когда покупал Air, для меня вопрос был не в производительности, а основной вопрос был в USB портах. Их всего два. И вот это был вопрос недостатка, а также вопрос поломки. Ну, меня не обошла эта беда стороной. Естественно, отгорел USB порт. Он отгорает абсолютно у всех. Вопрос только времени. С вами положили в коробочку вот такую штуку, напоминалочку. Ну и самое главное, есть QR-код, по которому можно посмотреть, как это все правильно делается. Мы перешли на сайт, и у нас с вами Support Apple. И тут мы можем покопаться, выбрать то, что нам нужно. Скорее всего, вы выбираете там, ну, допустим, сейчас не хочу. Вот он, MacBook Air M2. Ну, давайте, пусть будет M2, неважно. И выбираете, что вам нужно. Какой из Repair Manual. Вот, собственно, так. Смотрите подсказку и делаете. Глаза боятся, руки делают. Да, это у нас с вами вот такой Torx T4. Мы потихонечку. Что я рекомендую сделать? Рекомендую я разложить болтики, так как они были в том порядке, в котором вы их снимали. Здесь у нас чуть-чуть побольше болтики наверху. Уж очень как-то проскакивает. Кто-то говорил 5, ну давайте посмотрим. Но 5, мне кажется, великовато. 5 точно большой. Значит 4. Так. Ну, вроде бы все. Давайте посмотрим, как она поднимается, наша с вами крышка. Оп. И вот они, прекрасные внутренности нашего с вами MacBook Air. Наш с вами виновник ремонта. Вот он. Вот она батарея. Нам нужно отстегнуть батарею, открутить вот эти два болтика, отстегнуть шлейф, вытащить, вставить, прикрутить все в обратном порядке. Давайте начнем. Итак, нам нужно с вами поддеть. Вот она ручечка, видите? Собственно говоря, батарея у нас с вами отстегнулась. На всякий случай. Ну так, чисто на всякий случай.
Теперь нам с вами предстоит открутить вот эти два болтика. Давайте посмотрим, что тут у нас за... Проверяйте размер отвертки, потому что если слижете грани, все, будут гайки вашему MacBook'у. Вот наш с вами порт, и вот здесь вот, по-моему, уже пятерочка. Давайте проверим. Да, здесь пятерочка. Вот он, вот он, вот он. Палочка-копалочка. И вот наш с вами виновник. Кстати, я не вижу никаких глобальных повреждений, поэтому я надеюсь, что его замена все-таки поможет. У меня вот этот порт крайне заряжает, работает, а этот работает тогда, когда ему хочется. Вот она, наша с вами replacement деталь. Сейчас мы... О! Вот, собственно, вся замена. Но прежде чем затягивать эти два болтика, нам нужно подключить USB кабель сюда. Сейчас мы это и сделаем. Мы с вами вставляем USB-C. Один. USB-C. Второй. И теперь, сейчас болтики наши. И теперь можно закручивать на место. Раз. Два. Все. Это мы с вами достаем. Да, куда он улетел? Ну вот, сейчас. Ладно, сейчас найдем. И наша с вами планочка. Вот мелочь, конечно. Это... Так, теперь осталось найти, куда у меня улетел болтик. Ну так, чтобы вы просто понимали, вот я перевернул все. А знаете, где болтик оказался? Вот он к магниту прицепился. Да, вот он. Все. Теперь застегнуть назад батарею. Узнать бы еще, как она застегивается. Так, и вот эту штуку. Все, застегнулся. И вот эту штуку нужно защелкнуть. О, все, батарея у нас на месте. Ребят, ну в принципе мы с вами по идее все починили. Для меня остается загадкой,
что вот это за штукенция? Сейчас просто посмотреть, интересно. Похоже какая-то. Это может, не знаю, заклеить эти штуки. Ну, не знаю, честно, вот не могу пока даже предположить, что это такое. Собираем в обратном порядке. Итак, мы с вами нашу крышечку ставим назад. Вот он. И собираем. Давайте, чтобы не попутать, повернем так, как мы его разбирали, чтобы каждый болтик попал на свое место. Фу, слава богу, я уже перепугался. Завелся. Итак, друзья мои, запустились мы с вами от того порта, который у нас до этого и работал. Вот он, зарядочка идет. А теперь давайте оп, и включаем нижний, который у нас не работал. Та-дам! $25, 10 минут и прямые руки. Все, что вам понадобится. Вот, друзья. Несложно, элементарно. Вот эта вот штукенция. Input, output. USB-C у нас с вами. Разъемы меняются на MacBook Air. Я думаю, что, наверное, на прошке меняются они не сложнее. Вот, поэтому рекомендую вам никуда не носите своими руками это сделать. Это вообще не сложно. Если у вас перестал работать просто один порт, скорее всего, это вот эта вот болячка. Вот эта фигня, которая меняется ровно за 5 минут, но за нее с вас зачардживают $150 за замену. Вы можете купить оригинальную запчасть у Apple за 20, по-моему, 1 с чем-то. Вот эта штука стоит. И я добрал, для того, чтобы была бесплатная доставка, я взял какую-то, вот вообще не знаю, левую отвертку. Я там даже не знаю, для чего она. 3х60 какая-то. Что и крутить, понятия не имею. Вот. И вот эту штуку за $1. Для того, чтобы была бесплатная доставка. Потому что доставка $10, а эти вещи обошлись $3. Вот. Да пребудут с вами прямые руки. Всего вам хорошего. Пока. И пользуйтесь техникой Apple. Bye. А теперь зато я могу еще делать вот так. У меня 2 порта рабочих. И теперь я могу подключить вот такой замечательный мониторчик. Широкоформатненький, можно поработать. Рекомендую вам, ребята.